Всем привет, с вами Дэн, и мы с вами сегодня поговорим про горячие новинки от Слава. И причем я вам покажу сегодня целых 5 новиночек. Ну а начнем мы вот с этой вот коробочки такого коричневого, значит, оттеночка. Давайте открывать, давайте смотреть. Так, ну как всегда, такая вот у Славы упаковка подарочная, тяжелая, красивая, мощная. Опа, красотулечка. Ну, значит, здесь паспорт, да, характеристики, гарантии и так далее. А вот они, часы. Это у нас Слава Эра. И кто хорошо знает, да, и помнит, Слава многие модели свои, легендарные, да, еще советские, перевыпускала в последние годы в виде лимиток на механизме Слава. А сейчас Слава решила, а собственно, почему бы нам не сделать более доступные версии с механизмом в данном случае японским, да, 8205, Miyota 8205, опять же, с датой, с днем недели, причем, посмотрите, на русском языке у нас день недели, красота! И поэтому у нас получается, что Слава с кастомным диском дня недели на русском языке. На самом деле уже давно про это говорил, что те производители, которые делают день недели и ставят туда Сейку или Миоту, и причем заявляют, что это российские часы, ну реально, вот Слава сделала по красоте, потому что здесь, пожалуйста, вот вам, по сути дела, вы могли либо гоняться за достаточно дорогой лимиткой на механизме Слава, либо вы просто можете взять, и здесь эти часы и модели не лимитированы, поэтому они более доступные, и купить можно без каких-то там проблем, очередей, явно проще. И, пожалуйста, вот вы можете взять на Miyota 8205, и здесь будет кастомный диск. Ну, на самом деле, мне кажется, во-первых, хорошая новость, во-вторых, действительно давно ожидаемое решение и ход от Славы, потому что, ну, прям реально, ну, хочется, чтобы было более доступно и больше вариантов, больше цветов, больше моделей. Короче, вот в данном случае это Слава Эра с зеленым циферблатом, с полосами такими женецкими. Ой, красота, красота. Посмотрите, накладные метки с зеркальной полировкой, стрелки с зеркальной полировкой, логотип накладной тоже такой зеркальный, обрамление окошка даты, здесь суббота, 1 число. И посмотрите, какое красивое стекло, такое прям граненое, да, хорошо. И безель под стать тоже граненый. Достаточно крупный корпус, но вот эти вот такие дизайнерские решения с граненым стеклом по бокам, с корпусом, они немножко даже, я бы сказал, скрадывают размер. И очень интересный ремешок, кожаный ремень с прострочкой в тон ремешка. И вот здесь достаточно большое у нас количество таких отверстий, которые, особенно в летний период, будут просто выводить влагу. Ремешок мягкий, ремешок классный, мне очень понравился. Здорово сделано. Корпус полностью с зеркальной полировкой, такая характерная классическая уже, наверное, заводная головка от Славы в виде такого прям вот, как бы, да, я бы сказал, да, гайки. Граненая, красивая, и здесь полностью корпус с зеркальной полировкой. Ну, в общем, на солнце, когда светит солнце яркое, особенно с этим оттенком зеленым по циферблату, ну, просто пушка, просто пушка. Задняя крышка. Здесь логотип Славы, основные характеристики, все на русском. Ну, к сожалению, нет здесь системы быстрой замены ремешка. Хотелось бы его увидеть, но ремешок хорош и в базе, поэтому вряд ли вы его захотите сразу же как-то там поменять. Что касается этой модели, здесь цена 55 тысяч рублей. Ну и что, собственно, ходить далеко? Давайте, я же вам сказал, что моделей много. Давайте сразу поговорим про них. Про все, потому что все эти модели на механизме Miyota 8205, и как вы видите, здесь календарь двойной. Он дата, он день недели на русском языке, и здесь, кстати говоря, схожие характеристики по всем моделям. То есть здесь везде водозащита 100 метров, то есть это часы, которые, в общем-то, на все случаи жизни. В них можно не глубоко нырять, в них можно плавать, и, ну, как вы понимаете, и носить каждый день тоже не возбраняется. Гарантия 24 месяца, люминофор, везде сапфир, везде японский механизм. И, собственно,
Что касается характеристик Миоты, то 21 600 полуколебаний в час, 42 часа запас хода, 21 камень. Ну и по ценам здесь, конечно, разница имеется. Если мы говорим про Эру, то здесь 55 тысяч рублей, по крайней мере на момент записи ролика. Если мы говорим про Слава Доктор, то здесь 67, 69 в зависимости от версии. Слава Холодильник, соответственно, цена... ну, Слава Айс, да, они сейчас называются, 71-75 тысяч рублей. Дальше мы идем, здесь Слава Мир, 47 тысяч рублей, и Слава Телевизор, 60, ну там 58-60. В общем, они все такие примерно в одной ценовой категории, ну, определенные различия есть. И как раз сегодня у меня есть возможность, спасибо Славе, показать вам сразу несколько вариаций, потому что, блин, слушайте, ну... Я, честно говоря, как-то немножко, может быть, этот момент пропустил, но вот когда я узнал, что Слава выпустила на Миоте вот столько всего интересного и вкусного, я, честно говоря, был в шоке. Ну, мы с вами немножко уже проговорили про Слава Эра, и давайте теперь перейдем, наверное, уже к другим моделям. И, конечно же, здесь у нас Слава Телевизор. Вот с этим белым циферблатом это, на мой взгляд, просто, ну, такая бомбическая версия. Очень красивый, очень симпатичное сочетание здесь как раз вот белого с синим. Кстати, давайте эту красотулечку немножечко подзаведем, да. Тоже, понятное дело, циферблат с календарем двойным, дата и день недели. И мне нравится, что здесь все просто в цвет сделано, да. То есть стрелки, логотип и как раз вот эти вот календари на механизме тоже сделаны в одном цвете. И это, конечно, выглядит просто бомбически. Ну и корпус очень симпатичный, высокий здесь рант, изогнутое стекло, вот это вот классическая заводная головка от Славы, сатинирование, зеркальная полировка, широкий, максимально широкий такой браслет. Слушайте, ну это вау, да, телевизор, как мне кажется, удался. Вот в этой расцветке это просто такой вот, на мой взгляд, must have. Но черепашечка Мир, которая, кстати говоря, среди всех часов, которые я вам сегодня показываю, даже самая доступная. Давайте здесь немножечко уже переведем, да, у нас дату и день недели. И слушайте, я, честно говоря, до недавних пор не был знаком вот именно конкретно с версией Слава Мир. Слушайте, но она прекрасна. То есть вот эта красивая черепаха, сатинирование такое, да, солнечное, отходит от центра. Здесь тоже сатинирование боковой части корпуса. Плоская, винтажная заводная головка и сатинирование по центральной части корпуса. Зеркальная полировочка у нас по ушкам с боковой части. Блин, слушайте. И ралли-ремешок тоже, опять же, синий, мягкий, приятный, в тон сделан. Накладные метки, сложный, кстати говоря, циферблат, он высокий, он объемный, он рельефный, потому что здесь минутная разметка, да, сверху. На боковой части у нас еще идет вот дата, здесь такие как бы разметки пятиминутки. Потом уже идет основная часть циферблата с часовой разметкой, какой круговой. И центральная часть, она уже такая яркая, солнечная и лучистая. Слушайте, вот реально я их не видел, и я когда увидел, я понял, что вот это просто, это хит реально. Вот здесь Слава просто какой-то разрыв. Очень классные часы, шикарный. Мир это просто one love. Но давайте идем дальше. И здесь, конечно же, Ice или холодильник в версии с градиентом черно-синим. И здесь, посмотрите, да, у нас вертикальное отображение дня недели на календаре. Накладные метки 3, 6, 9, 12. Объемный, опять же, рельефный циферблат, потому что есть первый уровень, где у нас как раз сам, да, основной циферблат. Дальше идут, кстати, накладные здесь метки часовые, потом идет минутная разметка, потом еще одна, да, разметочка уже по внешнему радиусу, она чуть выше, чем основная часть циферблата. И, конечно, это вот задает действительно
объем на этом циферблате очень красиво сделано. И под стать ему эти объемы и по корпусу. Здесь PVD покрытие, насколько я понимаю, идет по ранту, потом зеркальное, точнее, потом сатинирование по основной части корпуса, потом сочетание на задней крышке у нас чуть она темненькая такая, да, округлая, как советские холодильники, а часть, которая крепится к ушкам, она тоже с покрытием. И вот такая вставочка красная на заводной головке. Слушайте, вот каждую модель берешь в руки и начинаешь от нее кайфовать. Кстати, здесь есть уже система быстрой замены, за это плюс для Славы, и ждем такую же систему на других ремешках. Блин, черепашка только мне очень понравилась, как я увидел холодильник вот с этими вот переходами, вот с этой округлостью, изогнутым стеклом. Слушайте, ну это тяжело, это тяжело. Каждая следующая модель, она имеет свои какие-то интересные фишки, она хорошо сделана, она сделана, что называется, с любовью. Ну а мы тем временем переходим к Слава Доктор. Это те часы, которые я вам показывал несколько лет назад. Кстати, здесь синее такое покрытие идет по внешней части ранта. Ну это классика, да, классика Доктора. С белым циферблатом, с пульсометром. Здесь тоже, опять же, есть, конечно же, день недели на русском языке. И сатинирование, зеркальная полировка, покрытие. Блин, ну хорош. И здесь тоже есть система быстрой замены. Спасибо для Доктора. Да, и везде, конечно же, водозащита 100 метров. И ремешки вот эти более плотные уже идут на холодильнике и на Докторе. Но очень-очень приятного качества. Слушайте, хорошо. Ну что же, давайте все-таки по размерчикам немножко поговорим. И если мы говорим про Эру, то 43 по диаметру, по высоте здесь 13,9, ремешок 22 и от ушка до ушка 48,4. Мое запястье 18,5. Ну, собственно, вот что у нас получается. Яркие, заметные часы. И, конечно, вот эти искажения такие, да, на безеле и на стекле, они добавляют здесь интереса к этим зелененьким часам. Ну, а мы тем временем идем дальше. И телевизор, как же здесь его не примерить и не посмотреть по размерам? Значит, по корпусу получается 41,4, да, высота, с учетом того, что он изогнутый, 13,4, ну, браслет в широкой части 30,7, и от ушка до ушка здесь, да, по сути дела, по корпусу измеряем 39,4. Да, слушайте, но браслет здесь хорош, браслет просто прекрасен. Мне нравится, когда вот эти звенья, да, крайние, они немножко так сужаются к застежке. Браслет с сатинированием, очень такой плавный, очень качественный. Бомба. Ну и на моем запястье, ну прекрасно, потому что корпус небольшой и крепление, да, у нас идет сразу к центральной части корпуса. Небольшие здесь размеры звеньев, поэтому на запястье облегает, сидит просто шикарно. Здесь, по сути дела, весь вопрос в том, нравится ли вам такой форм-фактор или нет. В плане посадки, читаемости здесь, конечно, вопросов абсолютно никаких. Давайте переходим к черепашечке. Черепашка здесь не самая маленькая, на моем запястье достаточно крупная, но с учетом того, что у черепах традиционно короткие ушки, или их практически отсутствие, посадка здесь тоже просто вау. Ну и по размерам давайте черепашечку эту посмотрим. 43,3, высота 14,5 по ремешку. Тут, наверное, 20 где-то будет, да? Или 22? 20. Ну и от ушка до ушка. Сколько? 48,6. Дальше мы с вами переходим уже к холодильнику. Здесь по вот этой части 37, по самой широкой части по корпусу 39, высота 14,6 самой высокой части. И по ремешку здесь тоже, наверное, 20. Тоже, да, 20. Ну и от ушка до ушка 50, да нет, не 50, поменьше, 49,4. И такие же размеры абсолютно у Доктора.
Ну и на моем запястье 18,5. Вот такая у нас посадочка. Высокие часы, но заметные такие, да, и в очень нестандартном форм-факторе. Хорошо. И доктор. Давайте доктора посмотрим. Белый, с синим ремешком, с красной прострочкой. Красотулечка. Ну что же, давайте теперь коротенечко посмотрим макро, а потом уже какие-то выводы будем пробовать подводить. Да, здесь циферблат, конечно, хорош. Вот с этими полосами, с этими зеркальными полировками. Прям да. Хорошо. Матовый циферблат у телевизора, конечно, мне очень нравится. И посмотрите, как играют эти, да, синие метки. Просто прелесть. И главное, что винтажный дизайн снова с нами. Черепаха. Они же мир. С плоской заводной головкой. Ну, в плане отделки здесь вопросов никаких нет. Здесь все на высочайшем уровне. Очень даже приятно и симпатично. Мне почему-то больше всего хотелось в макро посмотреть именно на холодильник. Наверное, блин, как здесь симпатично сделано по центральной части циферблата. Вертикальное сатинирование и потом сверху краска. Класс. Ну и вот эти метки, да, боковые. Супер. Очень хорошо все. Очень хорошо. Ну и слава доктор. Выверенный стиль. И, конечно, здесь корпус такой же, как у телевизора. И в плане отделки, конечно, здесь все на шикарном уровне. Ну, а теперь время посмотреть, конечно же, на люм. Так, ну что, время на самом деле подводить итоги. И давайте я, наверное, скажу сразу о чем. Во-первых, я рад, что эти модели вышли. Я рад, что они вышли на японском калибре. И, по сути дела, есть возможность выбора, есть возможность взять одну из этих версий без там очередей, ожиданий, перекупов и всего подобного за достаточно адекватные по нынешним временам деньги. И плюс есть выбор, да, есть разные цвета, разные дизайны, разные корпусы. И все это необычно, да, возьмем телевизор, возьмем холодильник, возьмем Эру, Мир, это все вот выглядит действительно необычно, не так, как у всех. И не скучно, это здорово. Ну и в плане цена-качества здесь вопросов никаких нет. Наверное, последний вопрос лично у меня, какую бы из этих вот прям 5 моделей я бы выбрал, какая мне больше понравилась. Вначале, знаете, я думал, наверное, больше на Эру, потому что мне прям заинтересовал вот этот рант, корпус, ремешок прям зашел, зеленый цвет, прям пушка. Потом что-то я перекинулся дальше прям по порядку, все начало нравиться. И черепашечка, да, здесь. Но давайте вот, если бы я выбирал из этих 5 моделей, наверное, все-таки я бы отдал свой голос вот именно сегодня, именно в этот момент на Ice. Потому что мне что-то прям очень зашли вот эти цифры накладные по краям. Мне зашел градиент, мне зашел вот этот объемный циферблат, корпус, где и сатинирование, и покрытие, и изогнутое стекло, и приплюснутая заводная головка. И, короче, ну прям зашло. Да? Вот сегодня вечером, когда записываю ролик, эти часы. Возможно, завтра будет черепашка, телевизор там или что-то еще другое. В общем, жду ваших комментариев под этим видосом. Слава, реально молодцы, сделали прям бомбочки такие интересные. Ну, а на этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.